Всем здорово, народ! Сегодня мы с вами поговорим про новенький, доработанный, расширенный ивент, который на Насдоре будет проходить с 18 по 31 октября, соответственно. Ну, я немножечко запоздал с видосом на пару дней, но я надеюсь, вы меня простите. Здесь самое приятное, то что помимо расширения добычи за обычного всадника без головы, к которому мы все привыкли, да, вот через поиск подземелий, который находится и достаточно быстро ежедневно закрывается. Дополнительно нам добавили еще мирового босса, которого никогда не было, и вот с него мы можем либо получить какой-нибудь трансмог, либо маунтов, либо 213-й гир, который, между прочим, распространяется на аккаунты, то есть он привязан к вашей учетной записи. Поэтому, если условно вам с босса выпадает щит, который, допустим, ДКшнику не нужен, вы можете его спокойно переправить своему вару или паладину. Ну, понятное дело, если они у вас как бы прокачаны. Так что сейчас поговорим об этом поподробнее. Всем приятного просмотра. Погнали смотреть видос. По факту, прямо сейчас в рамках данного ивента у нас появляются две ежедневные активности. Первое — это убийство всадника без головы через поиск подземелий. Просто регайте там в любой роли, он спокойно убивается, особо времени много не занимает, там минут 5, наверное, надо потратить. Убить всадника без головы, и, во-первых, с него может выпасть как какой-то конкретный лут, который вы ролите между, соответственно, вашей группой, что логично. И за пронос вот этого вот поиска подземелий ежедневно вам еще падает заполненная добычей тыква. И вот с нее может выпасть, как я понял, какой-то дополнительный трансмог, различные плюшки-приколюшки. Ну а в целом это уже знакомый такой всем ивент, который многие всегда проходили и щупали. Ну то есть такой достаточно чильный, простенький ивентик, который можно ежедневно закрывать без каких-либо проблем, достаточно быстро, так и при этом еще даже не обязательно билд подбирать. Просто регайте в любом классе, в любом билде, скорее всего ваша команда уже будет плюс-минус гирнутая. И даже если ваш конкретный персонаж не очень сильный, то просто как бы команда затащит. Ну и все, есть у вас шанс, что какое-нибудь колечко дропнется, просто плюс награда, приятненько, полезно, делаем. А вот вторая ежедневная активность, которая связана с убийством World Босса, вот это уже дело интересное. Начнем с того, что вам обязательно нужно взять перед убийством данного босса квест в торговой лавке. Если вдруг не знаете, торговая лавка за Орду находится в Ургримаре на Аллее Чести. Если мы говорим про Альянс, то она находится в Штормграде, прямо возле тюрьмы. Этот самый квест является дополнительным, то есть по факту у вас всегда 3 ежедневных квеста в торговой лавке, да, сейчас их будет 4. И ежедневно можно убивать еще World Босса. Так вот, взяли вот этот вот самый квестик и полетели в восточные чумные земли. Подбегаем в локацию Длантира, и здесь нас будет ожидать всадник без головы, уже новенький кастомный World Boss, который на самом-то деле нехилое количество хитпоинтов имеет, он прямо жирный. То есть быстро его убить реально не получится, вам нужно либо самому пачку собирать, либо просто ждать на месте, когда подбежит какой-то рейд, и уже вместе с ним, соответственно, убивать данного босса. При этом, как пишут разработчики, вам не обязательно быть частью рейда, который World Босса убивает. Вам достаточно просто нанести урон этому боссу, и тогда квест уже засчитается. Соответственно, даже если он для вас горит серым, как будто бы это не ваша добыча, не так важно, по идее квест должен быть засчитан. Лично я не проверял, засчитывает или нет, поскольку я убивал его все-таки в составе рейдовой группы, но как минимум слова такие есть, скорее всего, значит так и работает. Единственное, что, я не знаю, пофиксили или не пофиксили, раньше, если ты умирал во время битвы с боссом, могло квест не засчитать, насколько люди писали, насколько я видел, поэтому рекомендую вам под конец, вот когда уже остается 5% хп, там 10% хп у босса, отойти подальше, если вы милишник, чтобы, не дай бог, не откиснуть, и вам придется заново выполнять квестик, что будет прямо неприятно. Если говорить про само сражение с этим World боссом, я бы не сказал, что оно прямо легкое и такое безоблачное, потому что все-таки хпшечку он вам может снести очень быстро, он также еще бьет массовками, и если вот вы милишник, вот это прям действительно будет сложновато не откиснуть, но только, опять же, если вы не состоите в каком-то рейдовом составе, и когда хилы видят, что вас пробили, вас подхилят. Короче, если вы соло будете бегать за милишника, ну вот прямо активненько так следите за своими хитпоинтами, за своей позицией и так далее. Сейвы он вас точно заставит попрожимать, опять же, понятное дело, если слишком близко к нему подойти. За кассеров-то понятно, стоишь там где-то издалека, накидываешь, тебя чуть-чуть продамажило, тебя также чуть-чуть захилили, особо проблем не будет. Но вот если нет какого-то танка прям определенного, да, и этот босс будет бегать туда-сюда, тогда, скорее всего, точно ничего не получится, и без танков будет сложновато этим делом заниматься. Но вот вы себя превозмогли, соответственно, босса победили, квест выполнили. После этого возвращаемся к торговой лавке и сдаем тот самый квестик, за который нам полагается награда, это сундучок. И вот в этом сундучке может быть максимально разношерстная вариативная награда, скажем так. Вам могут выпадать шмотки 213 гира, соответственно, 213 итем левела, и при этом они не привязаны к вашему классу. То есть, условно, вот я играл за ДК, мне спокойно мог выпасть щит, который, в принципе, ДК носить не может. Но при этом шмотки, которые будут вам падать, они
они не персональные, они привязаны к учетной записи. Поэтому вы можете ими делиться между всеми своими персонажами на вашей учетке соответственно. Если у вас только один персонаж, понятное дело, это вам никакой погоды не делает, но если у вас хотя бы 2 или 3 твинка присутствуют, уже приятно, потому что вы можете как минимум за всех этих твинков тоже победить босса, и между вашими персонажами вот такую тракировочку шмоток устраивать. Условно, друиду выпала одна ручка, кинули ДКшнику, а ДКшнику выпал щит, кинули паладина. Ну, в общем, вы поняли. Второй тир награды, я так понимаю, трансмог, который может вам выпадать, и 4 коняшки в разных расцветках. Мне вот, например, выпал как раз-таки за первое убийство босса именно маунт, именно конь в огненной, красной, какой-то, не знаю, желтой расцветке. Опять же, если обратиться к информации с сайта, то нам пишут, что вот всадник без головы — это мировой босс, который нам дает экипировку 213-го гира, уникальные косметические предметы и возможности ежедневного фарма. Так что да, каждый день закрываем данного босса, выполняя квест торговой лавки, получаем себе сундучок и ежедневно какие-то ништячки лутаем для одного или для нескольких своих персонажей, что прямо прикольно. Кстати, если вы любитель пофармить трансмог, то я так понимаю, что в каждой сумке с лакомствами, которые вот вы получаете у хозяев таверны, да, подошли к одному хозяину, выполнили квест, получили себе, соответственно, сумку. Подошли к другому хозяину, также получили сумку. Так вот, в эти сумки тоже добавлены новые предметы для трансмогрификации, соответственно, опять же, как пишут разработчики на сайте. Поэтому да, теперь есть смысл летать по тавернам, соответственно, выполнять квесты и лутать за это не только конфеты, но и шанс, да, иметь на дополнительный дроп трансмога. Поэтому все трансмога-фармеры, возрадуйтесь. Ну что ж, давайте подведем итоги. Как по мне, ивент достаточно фановый, прикольный, вообще ни к чему вас не обязывает. Вы можете его как и скипнуть, так и при этом фармить каждый день, что тоже прикольно. Из минусов можно выделить только расположение данного World босса для Альянса. Потому что если вот вы ордынец, добраться до него будет достаточно беспроблемно. Но вот если вы играете за Альянс, то вот здесь вот да, как минимум добежать до данного World босса уже займет у вас какое-то время. Лучше всех себя вообще только ДКшники ощущают. Вы можете телепортироваться в Акерус Черный оплот, буквально на юг 30 секунд пробежать, и вы уже возле World босса окажетесь. Но, в принципе, все такие ивенты вот по типу World боссов, они добавляют общей суеты, флекса такого, что какая-то, опять же, массовка прибегает на точку, кого-то бьет, потом эта же массовка телепортируется обратно в Оргриммар. И вот ты, когда в Оргриммаре бежишь сдавать тот самый квест, например, да, на торговую лавку, с тобой рядом еще бежит человек 15, тоже сдавать тот самый квест, потому что они только что вместе с тобой босса убивали. И это добавляет вот это самое ощущение MMORPG, что ты вот не один, вас несколько, и вы вместе занимаетесь какой-то суетой. Ну, соответственно, достаточно весело бывает в таких ивентах поучаствовать. Ну что ж, народ, пишите ваше мнение по поводу данных активностей в комментариях, что вам нравится, что не нравится. А я же вам напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я публикую достаточно часто всякую информацию дополнительную. Есть закрепленный пост по аддонам, которые я использую, и ссылки на видосы, где эти аддоны настраиваю. Весь мой дополнительный контент лежит на Бусти. Если вы хотите меня поддержать, то я вас приглашаю также перейти туда и ознакомиться с ним. Ну а на этом видос завершаю. Всем удачи, всем прогрессии в PvP, в PvE. Всем пока!